в конце августа 1938 года мальчик Алик, которым я играла, сын профессора Дудакова, который работал в том же институте РНИ, мне вдруг сказал, ему было 4 года, а мне 3. А моя мама не разрешает мне с тобой играть, потому что твой папа арестован. Отец очень хотел иметь именно дочь и хотел назвать ее Наташей, потому что он очень любил Льва Толстого, и вот этот образ Наташи Ростовой ему очень нравился, и поэтому он вот говорил, бабушка случайно услышала разговор его с каким-то его товарищем, которому он сказал, ты знаешь, у меня должна родиться дочь. Тот, видно, усомнился, потому что УЗИ не было никакого еще, и никто не мог определить пол ребенка. А он сказал, нет, у меня точно будет дочь, и я ее назову Наташа. Мои родители, значит, когда отец получил квартиру, мы все переехали на Конюшковскую улицу, тогда назывался дом 28, сейчас 26. Квартира была очень маленькая, на 6-м этаже, без лифта. День 27 июня 1938 года, конечно, резко изменил жизнь нашей семьи и моего отца, конечно, потому что отец в это время пришел домой уже, а мама около 9 вечера возвращалась с работы из Боткинской больницы. Она, когда приехала в Москву, то отец предложил ей, он дружил с сыном профессора Розанова, который работал в Боткинской больнице, того Розанова, который оперировал Ленина после покушения, Владимира Розанова. Вот. И он договорился с ним, что маму возьмут в Боткинскую больницу, но экстерном тогда, экстерном, то есть без денег. И мама работала уже хирургом там. И вот она возвращалась домой с работы, и она увидела, что у подъезда стояли 2 мужчин и курили, и присматривались к людям, которые входили. И мама рассказала отцу. Он, конечно, сказал, что это, наверное, за мной. Он ожидал ареста после того, как был арестован Клейменов, директор, начальник этого института реактивного, и его заместитель Лангемак. Вообще судьба спасла моего отца в какой-то степени, потому что отец был, когда был создан этот реактивный институт, то в 1933 году, в ноябре 1933 года, то начальником его был назначен Иван Терентьевич Клейменов, а заместителем был назначен мой отец, как представитель ГИРДа, а Клейменов был начальник газодинамической лаборатории в Ленинграде. Но они не сошлись с характерами, не только характерами, а по профилю работы. Сергей Павлович мечтал о космосе, или о полете в стратосферу тогда называлось, космос не говорили. Он считал это блажью никому не нужной, понимаете? И в конечном счете Клейменов поставил вопрос так, перед Бухариным и Куйбышевым. Или я, или Королев. Работать вместе мы не можем. И все. И тогда они приняли такое решение, чтобы не обижать моего отца, как бы, они его перевели старшим инженером бригады крылатых ракет, а должность его упразднили как заместителя начальника института, а сделали должность главного инженера. И на эту должность был приглашен из ГДЛ Лангемак, Георгий Эрихович Лангемак. И вот это спасло жизнь моему отцу, потому что Клейменов был арестован 1 ноября 1937 года, Лангемак 2 ноября. Оба они были расстреляны в январе. А если бы был Сергей Павлович на этой должности, его бы тоже, конечно, расстреляли. И потом, а началось это все после ареста и расстрела Тухачевского, который и был инициатором создания этого института, и потом Эдеман, который тоже курировал этот институт. И поэтому отец мой все время ожидал ареста. Ну вот, и он, когда мама пришла, вот он сказал, ты знаешь, я сегодня продал облигацию и купил пластинку, давай послушаем. Они включили патефон, 78 оборотов, эта пластинка. На одной стороне метелица, на другой в ополе березонька стояла. Они поужинали на кухне, не зажигая света.
И потом так они сидели. И 11:30 ночи раздался стук в дверь. Вошли те двое, которых мама видела на улице, и дворник в качестве понятого. И моих родителей посадили на диван. Я в это время была на даче. Мне было 3 года, было лето. Я была на даче и, конечно, к счастью, ничего этого не видела. Моих родителей посадили на диван. Они так и сидели, взявшись за руки, и предъявили моему отцу, ордер на арест и обыск. И начали все вытряхивать из шкафов, бросали все на пол, одежду, там даже лекарства. В общем, устроили такой своеобразный погром. Потом они опечатали комнату. Это продолжалось до 6 утра. Один из этих пришедших, мама видела, как он малахитовые запонки, которые мой дедушка, мамин отец, подарил на свадьбу моему отцу. Он аккуратно положил их себе в карман. Забрали они даже сберегательную книжку моей мамы, на которой не так много было денег, но все-таки это была сберкнижка моей мамы. Оставили ей только там какое-то количество копеек на трамвай и больше ничего. И сказали моему отцу собираться. Это было около 6 утра. Опечатали они, значит, эту комнату и все, потому что сказали, что уже этой комнатой пользоваться нельзя. И когда отец посмотрел на мою маму, то он изумился, потому что перед ним сидела не молодая красивая его жена, а очень состарившаяся женщина, которая посидела. Она посидела за эту ночь. Вот. И, конечно, он сказал: да, ты пережила эту ночь. После этого он встал, одел свое единственное кожаное пальто, которое у него было. Мама там собрала что-то ему в деревянный фанерный чемоданчик, какие-то вещи, там зубную щетку, там, не знаю, порошок или пасту. И потом какую-то смену белья. И потом он ее поцеловал и сказал: ты же знаешь, что я ни в чем не виноват. И мама хотела проводить его, но сказали, не положено. Она выскочила из квартиры, в окно лестничной клетки она видела, как его увели. И посадили в машину, и машина уехала, которая стояла у подъезда. Ну, мама мне рассказывала, что она даже не могла плакать в этот момент. Она только стонала. Это был очень тяжелый момент, конечно, в жизни. И она сразу позвонила по телефону свекрови, бабушке Марии Николаевне. Бабушка, конечно, очень все время тоже беспокоилась и ожидала этого ареста. Могло все что угодно быть. И она тогда, она сказала, мама сказала только: Марья Николаевна, приезжайте, Сергея больше нет. Бабушка с дедушкой схватили такси и помчались на Конюшковскую. Бабушка почему-то думала, что, может быть, он ранен просто, и, может быть, какая-то помощь нужна будет. И она просила таксиста, чтобы он не уезжал сразу. Да, уезжал, дала ему лишние деньги, чтобы подождать. Может быть, его надо в больницу везти. Вот. Ну, они бегом поднялись на 6-й этаж, и перед ними предстала эта жуткая картина погрома, и бабушка один вопрос только задала: жив? Мама сказала: жив, но его арестовали, его увезли. Тогда бабушка сказала: слава Богу. И мама очень поразилась, как можно благодарить Бога, когда случилось такое несчастье. И тогда бабушка сказала: нет, он жив, значит, мы будем бороться. Ну и после этого они вместе с мамой убрали там следы этого погрома ночного. И мама сказала, что она сейчас поедет в НКВД, чтобы узнать, где он находится и что случилось. Только потом до мамы дошел смысл вот той фразы, которую сказала бабушка. Будучи очень мужественным и сильным человеком, она сразу поняла, что если он жив, значит, надо бороться за его жизнь, обязательно, за его освобождение. Мама поехала в Кузнецкий мост, приемную НКВД, но ей сказали, что следствие разберется. После этого мама поехала на свою работу в Боткинскую больницу и пошла сразу к главному врачу.
И там был главный врач Борис Абрамович Шемелевич, который, кстати, пострадал по делу антифашистского еврейского комитета. Он был в 1949 году тоже арестован и потом расстрелян. Вот. Она просто ему сказала, войдя в кабинет, что сегодня ночью арестован мой муж. Он сказал, больше ничего не говори, я все понял. Он пригласил тогда председателя мескома и секретаря парткома. Они собрались все трое, и они сказали, что мама теперь будет работать за деньги, потому что она не может, ей надо содержать семью. Это, во-первых, надо ей обязательно платить, и, во-вторых, чтобы она даже оставалась членом мескома, которым она была в то время. Конечно, это было очень тяжело ей. Она пришла в свое отделение, люди от нее просто шарахались. Такой у нее был вид. И, кроме того, так получилось, что мама, конечно, каждую ночь она ожидала ареста. Но на следующий день, вернее, уже в этот день, отца привезли в Бутырскую тюрьму. Там его сфотографировали, анфас и профиль, и анкету арестованного он заполнил. В верхнем, там вопрос был такой, признаете ли вы себя виновным? Обвинение было в том, что он входил в троцкистскую организацию. Там был вопрос, признаете ли вы себя виновным? Он написал, нет, не признаю, ни в какой троцкистской организации я не состоял и не участвовал, и никаким вредительством я не занимался. Но наверху этой анкеты написано в левом верхнем углу вредитель. Он шел по статье «вредитель». Ну, после этого поместили в одиночную камеру Бутырской тюрьмы. Тут же было решено, что надо на всякий случай приготовить документы на мое удочерение, потому что если маму бы арестовали, то меня бы отправили в детский дом. Я, конечно, ничего не знала об аресте моего отца. Мне говорили, что мой папа летчик, поэтому он с нами не живет. У него важная работа, он где-то там летает. Сама мама надевала на себя косынку, чтобы не видно было ее седые волосы, потому что многие люди шли мимо и говорили, какая молодая и такая седая. На работе некоторые люди, которые ей ассистировали, врачи, отказывались ассистировать ей. Это был ужасный страх. Она жена врага народа. Когда отцу предъявляли обвинения, и вот этот следователь все добивался, чтобы он согласился с этими обвинениями, что он член троцкистской организации, то отец это все отрицал. Но тогда следователь, ему же надо было закрыть это дело, он применил психологический прием. Он сказал, если ты сегодня не подпишешь, то завтра будет арестована твоя жена, твоя дочь отправлена в детский дом. Он решил, что он подпишет эти нелепые обвинения, а на суде будет все отрицать. Они сразу не дали ему, можно сказать, раскрыть рот, а сказали, что прямо прочитали приговор. Приговор 10 лет исправительно-трудовых работ с конфискацией имущества, и все. Дальше отец находился в Бутырской тюрьме, какое-то время на внутренней тюрьме. Просочились такие сведения, что Сергей Павлович отправлен этапом в Новочеркасскую тюрьму, пересыльную тюрьму. Этап отправляется с платформы рядом с Белорусским вокзалом, товарной платформе. И мама с бабушкой тогда начали, буквально обычно ночами отправляют, они поздно вечером ходили на эту платформу и искали моего отца, думали, что вдруг они его увидят. Но это продолжалось до тех пор, пока один там какой-то рабочий мне сказал, что вы здесь ходите, женщины? Привезут их сюда, поставят на колени, посчитают по головам и потом посадят в вагоны. Вы не сможете даже определить, кто из них ваш там сын или муж. И поэтому бесполезно это хождение, и они прекратили ходить. И потом вдруг пришли письма от него. И вот одно письмо было такое написано: «Я жив, здоров». Значит, мы знаем о полете наших летчиц Валентины Гризодубовой, он только ее упомянул. Письмо заканчивалось словами «Мой поклон дяде Мише». И мама с бабушкой читали это письмо,
и подумали, что отец намекает на то, чтобы обратиться к ней, потому что она одна из первых героев Советского Союза. А дядя Миша – это только может быть Михаил Михайлович Громов. Ясно было, что надо найти Громова и Грязодубова. Не зная ее адреса, в общем, большими трудностями, она все-таки нашла этот дом. Она сказала, что вы знаете, что вот арестован мой сын Сергей Королев. Она сказала, да, я слышала об этом. Ну, вы можете как-то помочь? Она сказала, да, я знаю, я понимаю. Я сейчас позвоню, наберу Берии. Позвонила Берии. Берии нет, он на совещании. Потом она говорит, тогда, знаете что, я сейчас позвоню Ульриху. Прямо Ульриху, который судил его. Позвонила Ульриху. Ульрих на заседании каком-то. Его не берет тоже трубку. И она потом написала Ульриху записку с просьбой о пересмотре дела моего отца. Она сыграла очень важную роль, так же, как и Громов. Казалось бы, лед тронулся, но очень медленно, потому что в это время уже формировался этап в Новочеркасской тюрьме для того, чтобы отправлять моего отца на приз, золотоносный приз «Мальдяк» на Колыме. На Колыме, конечно, он добывал золото вместе с уголовниками и пользовался вот этой алюминиевой кружкой, на ручке которой гвоздем нацарапано Королев. Вот, поэтому он не любил очень алюминиевую посуду, и золото он тоже очень не любил. Заключенные жили в палатках. Причем палатки отапливались какой-то печкой, а ведь наступила зима уже, можно сказать, потому что отец туда попал в начале августа 1939 года, а уехал он оттуда в последних числах ноября 1939 года, когда его вызвали действительно на пересмотр дела. И условия были ужасные там, и жизни, и работы были ужасные. Питание тоже было очень плохое. Командовали всем уголовники. Староста был из уголовников. Политических они за людей не считали, конечно. И всячески издевались над ними. И был такой случай, когда мой отец, во-первых, заболел цингой. Очень тяжелая у него была цинга. Он практически не вставал. Но вот опять-таки его судьба хранила. Потому что в это время на этот прииск Мальдяк был переведен из другого лагеря, был переведен заключенным Усачев. А Михаил Александрович Усачев был директором завода, на котором был построен самолет, на котором разбился Чкалов. Естественно, что его сразу арестовали. И отправили тоже на Колыму. Но он был в другом лагере, а тут его перевели сюда. Усачев был мастер спорта по боксу. Очень сильный человек. И он уже там нахлебался в том лагере и понял, что там уголовники всем командуют. И он, пользуясь своей силой, он вызвал старосту этого лагеря и сказал, показывай мне свое хозяйство. Тот пошел в палатку, и там под грудой лохмотьев лежал мой отец. Он сказал, а это кто такой? А это король из ваших, он уже не встанет. И Усачев отбросил эти лохмотья и увидел моего отца, которого он знал по работе до ареста. Но они были связаны по работе. И он был потрясен, как он мог дойти до такого состояния. Он тогда поговорил на соответствующем языке с этим старостой и сказал, чтобы они дали ему дополнительное питание, чтобы перевели его в медчасть, и чтобы они своего питания давали, какую-то часть пайки давали моему отцу, чтобы поднять его на ноги. Ну вот, и так и получилось. Так что он в какой-то степени спас ему жизнь. И потом отец нашел этого Усачева, когда он уже был главным конструктором, и он его нашел и устроил на работу к себе в КБ. Усачев, ну, он отличался только тем, что у него было такое желание выпить было такое. Но и начальник там, который над ним был начальником, как-то пожаловался Сергею Павловичу на него. А он ему сказал, что бы он ни делал, ты его пальцем не тронешь. Это человек, который спас мне жизнь. Вдруг в последних числах ноября входят в эту палатку вечером охранник и говорит, что Королев, собирайся с вещами. Тебя вызывают на пересмотр дела. Он был доставлен, соответственно, во Владивосток из Магадана, и потом поездом был доставлен уже в Москву.
но не домой, конечно, а в Бутырскую тюрьму опять. Это было 28 февраля 1940 года, он только попал в Бутырскую тюрьму. По иронии судьбы, именно в этот день был совершен первый полет ракетоплана конструкции моего отца. Короче говоря, и повторный суд состоялся, который присудил ему теперь 8 лет лагерей. Но в этот момент уже были так называемые шараги, то есть такие организации НКВД организовала, в которых работали заключенные специалисты, но более-менее по специальности. Ведь Туполев был арестован в 1937 году, и он находился в Болышеве, и так как в воздухе пахло войной уже в 1940 году, ему сказали, что нужно делать новый бомбардировщик. Но он сказал, с кем я буду делать? Там сидели агрономы, стоматологи, там люди разных специальностей. Я не могу один делать, мне нужны специалисты. Напишите список из 100 человек. И он, конечно, написал список такой. Главным образом он писал тех, которые, ну, по данным как бы сарафанного радио, были арестованы. И в частности он написал фамилию моего отца. Он был руководителем дипломного проекта у моего отца. И вдруг ему 18 сентября его вызвали и сказали, что они хотят его направить в так называемую Туполевскую шарагу. Ну, это спецбюро НКВД. Это, конечно, уже не было похоже на Бутырскую тюрьму. Там были кровати, застеленные бельем, была столовая, где их кормили, и все это, в общем, это было очень, конечно, другое дело. У него была тумбочка и даже было радио. Но так как настроение у всех заключенных было очень плохое, потому что они уже многое испытали и оторваны были от своих семей, то поэтому руководство НКВД, тогда уже Берия там руководил, для поднятия духа заключенных специалистов разрешила свидание с близкими родственниками. И в 1940 году осенью моя мама сказала, что мой папа прилетел, и мы можем поехать к ним встретиться. Я очень обрадовалась, мне же говорили, что мой папа летчик, и вдруг он прилетел. И я поехала. Мы поехали с мамой. Сразу спросила, папа, как ты мог сесть на своем самолете? Здесь такой маленький дворик. А он еще не успел ответить, как ответил охранник. Эх, девочка, сесть-то сюда легко, а вот выйти отсюда очень трудно. Ну, короче, такие свидания продолжались до начала войны. Это было мое первое воспоминание о моем отце. Но отцу, конечно, хотелось заниматься все-таки ракетной техникой. И он узнал о том, что в Казани Глушко занимается там, ставит ускорители на какие-то на самолеты. И поэтому он, узнав это, он попросил, чтобы его перевели в Казань. Короче говоря, там он работал, все-таки ему была более близка эта работа. И потом его уже в 1944 году, в июле 1944 года, его освободили со снятием судимости, но не реабилитировали. Потом 9 августа 1946 года мой отец был назначен приказом Устинова главным конструктором баллистических ракет дальнего действия. И в 1947 году он встречался со Сталиным. Я очень хорошо это запомнила, потому что для нас тогда, школьников, Сталин тогда был царем и богом, можно сказать. Конечно, только что кончилась война. Конечно, все думали только о том, что Сталин все сделал правильно, все хорошо и все замечательно. Перед кабинетом у него отобрали папку со всеми расчетами, там, документами. Он вошел в комнату. Потом Сталин его начал спрашивать о том, что вы хотите, когда будет летать ваша ракета и так далее. Он ему сказал, что он хотел бы делать вот свою ракету. Сталин сказал, нет, надо сделать точную копию немецкой Фау-2, а потом уже будете заниматься своими ракетами. И возражать Сталину, конечно, никто не мог. Но моего отца поразило, что Сталин задавал ему очень компетентные вопросы, что он, видимо, подготовился к этой встрече. Он верил в то, что Сталин не виноват, что это ошибка, произошла какая-то ошибка. В 1953 году, когда Сталин умер, то он даже написал такое письмо, что умер наш товарищ Сталин. Он переживал эту смерть.
Он до последнего считал, что это ошибка. Он мне прислал ко дню моего совершеннолетия такое письмо. Он находился в Кап-Яре в это время, Капустином Яре. Это письмо датировано 5 апреля 1953 года, а мне 10 апреля должно было исполниться 18 лет. Он написал: «Наташа, через несколько дней наступает день твоего совершеннолетия, и ты по праву можешь считать себя взрослым человеком. От всего сердца приветствую тебя в этот день и желаю быть достойным гражданином нашей Родины. Несмотря на тяжелые испытания, которые мы все вынесли за минувшие годы, ни на один миг наша Родина не оставляла заботы о тебе. Как бы ни было трудно, но ты росла и училась, и жизнь для тебя была светлой. Помни об этом всегда, и всегда люби наш народ и землю, на которой ты выросла. Этого я тебе желаю во всем и навсегда».